Куала-Лумпур – настоящий город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами, а зеленые парки прячутся среди шумных улиц. Это настоящий культурный и архитектурный микс, покоряющий многих путешественников. В этом видео я сделала обзор на топ-10 достопримечательностей города, которые обязательно стоит увидеть. Башня Петронас – символ современного Куала-Лумпура и популярная туристическая достопримечательность. На протяжении 6 лет до 2004 года 88-этажные башни-близнецы сохраняли статус самого высокого здания в мире. Для строительства фундамента использовалось более 13 тысяч кубометров бетона, что стало одной из самых масштабных бетонных заливок в мире на момент строительства. Архитектура башен вдохновлена исламскими мотивами и символизирует культурное наследие Малайзии. Каждый из 88 этажей небоскребов выполнен в форме восьмиконечной звезды, а наружные стены покрыты сталью и стеклом. Внутри расположены офисы компаний, торговый центр, галерея искусств и океанариум. На уровне 41 и 42 этажей здания соединены двухэтажным мостом Skybridge, а на 86 этаже находится смотровая площадка с панорамными видами на город. Посещение смотровых обойдется в $20, но стоимость лучше уточнять на официальном сайте. Из-за больших очередей на кассе билеты лучше приобретать заранее. Рядом с башнями Петронас находится центральный парк. Здесь можно прогуляться по живописным дорожкам, отдохнуть у искусственных прудов и фонтанов, а также насладиться видами на башню Петронас с разных ракурсов. Золотой треугольник – это главный деловой и коммерческий район Куала-Лумпура. Он охватывает территорию между тремя основными улицами – Джалан-Мби, Джалан-Султан Исмаил и Джалан-Раджа Чулан. Здесь сосредоточены современные небоскребы, включая башню Петронас, торговые центры, отели и популярные для прогулок улицы – Букит Бинтанг и Джалан-Алор. Золотой треугольник также известен активной ночной жизнью. Многочисленные бары и ночные клубы и рестораны привлекают сюда гостей города и местных жителей. Пещеры Бату – это одна из главных достопримечательностей Малайзии и важное место паломничества индуистов. Это комплекс из 30 пещер и небольших гротов, но для посещения туристов доступно только 4 из них. К главной пещере ведет крутая лестница из 272 ступеней. У подножия лестницы стоит гигантская 43-метровая статуя Муругана, индуистского бога войны, победы и мудрости. Он является сыном Шивы и Парвати и братом Ганеши, изображения которых также встречаются внутри пещеры. Кроме статуй, внутри пещеры находятся индуистские храмы и святыни. Посещение главной пещеры бесплатное, а за остальные нужно заплатить. Комплекс находится в 30 минутах езды на электричке от центра Куала-Лумпура. Также сюда можно добраться на автобусе, такси или в составе экскурсионной группы. А если в пещеры Бату приехать в конце января или начале февраля, то можно застать ежегодный фестиваль Тайпусам, отмечаемый в честь Муругана и сопровождающийся красочными ритуалами. Точная дата проведения фестиваля зависит от лунного календаря. Парк птиц – это один из крупнейших в мире открытых вольеров, общей площадью 8 гектаров. Здесь обитает 3000 птиц, представляющих свыше 200 видов, большинство из которых свободно перемещаются по территории парка. Благодаря концепции Free Flight птицы летают в условиях, максимально приближенных к естественным, а посетители наблюдают за птицами в естественной среде обитания, без барьеров и клеток. В парке можно увидеть павлинов, попугаев, фламинго, туканов и другие виды. Кроме того, здесь проводят шоу кормления, которое позволяет ближе познакомиться с жизнью птиц и даже покормить их с рук. Парк разделен на 3 зоны, включая зону водоплавающих птиц, зону тропических лесов и павильон с экзотическими видами. Для удобства посетителей также предусмотрены прогулочные дорожки, смотровые площадки и зоны отдыха.
На осмотр всей территории стоит закладывать порядка 3 часов. В 10 минутах ходьбы от парка птиц расположен ботанический сад или озерный парк. Это крупнейший и старейший парк в Куала-Лумпуре. Несмотря на близость к шумному центру города, это идеальное место для отдыха и прогулок, так как здесь очень тихо и спокойно. В парке есть прогулочные дорожки, зоны для пикников, беговые маршруты, спортивные площадки и несколько интересных зон. Орхидейный сад и сад гибискусов, парк оленей, бамбуковая роща и тропические пруды и водопады. Здесь же на выходе из парка расположен Национальный музей Малайзии. Музей посвящен истории и культуре Малайзии и представляет двухэтажное здание с 4 залами. На осмотр всего музея потребуется около часа. Телебашня Минара привлекает туристов смотровой площадкой, откуда открываются панорамные виды на Куала-Лумпур и окрестности. Это 7-я по высоте отдельно стоящая телекоммуникационная башня в мире. Кроме смотровой площадки, в башне есть вращающийся ресторан, мини-зоопарк, аквариум, симулятор Формулы-1 и даже скайбокс – стеклянный балкон на высоте 300 метров. Храм Шри Маха Мариамман – старейший индуистский храм в Куала-Лумпуре, основанный в 1873 году. Он посвящен богине Маха Мариамман, которая считается защитницей от болезней и невзгод. Храм известен ярким и детализированным фасадом, украшенным многочисленными скульптурами богов и мифологических существ. Рядом с храмом находится китайский квартал – Чайнатаун. Здесь расположены традиционные китайские магазины и рестораны. Главная улица района – это шумный рынок, где можно купить различные товары – от сувениров и одежды до вкусной китайской еды, чая и традиционных лекарств. Пройдя 10 минут пешком от храма, вы попадете в историческую часть города. Здесь расположена площадь Мердека, где 31 августа 1957 года была провозглашена независимость Малайзии от британского колониального правления. С тех пор площадь стала символом свободы и национальной гордости страны. Одной из главных достопримечательностей площади является флагшток высотой 95 метров, один из самых высоких в мире, на котором был впервые поднят малайзийский флаг в день обретения независимости. Вокруг площади расположены исторические здания. Здание султана Абдул-Самада – роскошное здание с минаретом и куполами, бывшая резиденция британской администрации, а сейчас офис Министерств Малайзии. Королевский клуб Селангора – старейший клуб Куала-Лумпура, основанный в 1884 году, который когда-то служил местом отдыха для британской элиты. Старая железнодорожная станция и национальная мечеть – архитектурные памятники Куала-Лумпура. Улица Алор-стрит популярна среди любителей уличной еды. Вечером улица превращается в настоящий гастрономический рай, когда торговцы разворачивают палатки и кафе, предлагая блюда малайзийской, китайской, индийской и тайской кухни. Здесь можно попробовать разнообразные деликатесы. От традиционных малайских сате и китайских димсамов до тайских морепродуктов и индийских карри. Храм Тяньхао – буддийско-даосский храм, посвященный Тяньхао, богине моря и покровительнице рыбаков и моряков, которая почитается среди китайской общины. Архитектура храма сочетает элементы буддийского, даосского и конфуцианского стилей, а сам храм впечатляет красотой и деталями. Шестиярусная пагода, резные колонны, мозаичные изображения драконов, богато украшенные статуи и фонтаны. Храм украшен яркими цветами – красным, желтым и золотым, которые считаются символом удачи и благополучия. На территории храма можно посетить внутренний дворик с прудом, статуями 12 животных китайского зодиака и небольшой сад с фонтанами и растениями.
Внутри храма расположены алтари и залы для медитации и поклонения, а на верхнем уровне находится смотровая площадка, откуда открываются панорамные виды на город. Куала-Лумпур – удивительный город, который очаровывает многогранностью и контрастами. От сверкающих небоскребов до старинных храмов, от оживленных торговых улиц до тихих парков. Каждый найдет здесь что-то по душе. Большинство достопримечательностей расположены в центре города. Передвигаться между ними можно на метро или такси, стоимость которого порой ниже, чем поездка на метро. Все локации отметила на Google карте, а ссылку оставила в описании под этим видео.